Всем привет, дорогие друзья, другие подруги, здрасте. Бритье, бритье, бритье. В предыдущих двух видео мы с вами испытали будущие гапы от Колибри. Это 1.3, 1.1. Понравилось. Понравилось, и если 1.3 это агрессивное, но мягкое. И такое, знаете, даже где-то приближенное к клинковой. Вот все мы ищем клинковую, которая будет брить мягко и эффективно. Но вот здесь что-то такое подобное было. Очень такое, знаете, прям такое. Но 1.1 это между агрессивными и среднеагрессивными. Вот она посередке стала, как разделительная такая. И прям тоже была по кайфу. Сам про себя думаю, ну не факт, что так будет, но думаю, если мне так понравилось, то в принципе-то и вам должно понравиться. Я реально за эти гапы, они, конечно же, будут. 0.8 испытывать не будем, потому что, ну, в принципе, я думаю, что он тоже будет нормальный, тоже будет хороший. Мы его лучше испытаем тогда, когда выйдет сам Колибри. После испытаний 1.3 не удержался, пошел к проектировщику. Вместе с ним нарисовали, вернее, заложили будущие параметры Колибри. Я думаю, что смогу вас приятно удивить и форм-фактором, и внешним видом, и качеством исполнения, так как он будет сделан уже из 316 стали. Там внешне будет все другое совсем. Вот кто знает, что это одна и та же геометрия, что Стар, что Колибри, тот, конечно же, не обманется. А кто не знает, кто не в теме, посмотрит вот так вот на два станка и скажет, так это два разных. То есть вот так будет все сделано. Облегчен будет по максимуму. Но если с Колибри разобрались, хочу провести следующее испытание. Это крышка, укороченная плита, которую очень хочется испытать и посмотреть, что из этого получится. Почему? Простая мысль не давала мне никак покоя. Каждый из нас, ну, по крайней мере, большинство, наверное, из нас проводило эти опыты сами самостоятельно, и всегда у нас что-то получалось другое. Мы берем один станок, потом берем крышку от другого станка, одеваем и смотрим, нравится, не нравится. Когда нравится, когда не нравится. Но зачастую получаются такие кульбиты варианты, что мы просто офигеем от этого. И это делают в основном люди-то уже прошаренные, которые не первый год в бритье. Новички до этого не доходят. Это одна информация, которая меня подвигла на эти изменения. То есть, беря другую крышку, ставя на свой старый станок, мы его не узнаем, он меняется. Вторая информация. Насколько мне известно, 41-го Мюлля нечто подобное провели со своей головой в каком-то в 11-13 году, в 13-м, по-моему. И умягчили свою голову. Я подумал, ну а почему бы и нам-то не попробовать? Потому что, если гипотетически посмотреть, вот при той ширине крышки, которая на базовой модели 18,9 мм, то у нас вылет лезвия на старте, он условно отрицательный. По чертежам он получается где-то в районе 1,5 десяток, то есть 15 соток. В производстве вполне вероятно. Может это смещаться в ту или в иную сторону. В какую точно, я вам сказать не могу, потому что, чтобы измерить этот гап, нужно иметь определенные инструменты, а они стоят хороших денег. Поэтому, мы не стали этим заморачиваться. Для нас главное было ехать, а не шашечки. И после того, как станок Стар прошел испытание, он лично мне понравился, мы его просто запустили в производство. Так вот, если опираться просто на эти цифры и уменьшить ширину плиты, то есть 18,9, да, мы ее сокращаем. Так вот, как бы мы ее не сокращали, у нас автоматически лезвие начинает из минусового преображаться в плюсовой вылет. То есть вот чем больше уменьшили, тем больше будет вылет лезвия. Кто-то из вас сказал, да, Вадим, это все хорошо, все здорово, но если вы работаете с гардой, то вылет лезвия еще лучше, поменять еще будет. Да, возможно, это тоже вариант. Но только вы забываете об одном. Если я найду ту крышку, которая меня устроит, и запущу в производство, я всего лишь запущу в крышку производства. Переверните, запущу в производство крышку, одну единственную, которую вы сможете поставить на любую из своих плит старта. А если играться с гардами, то это выпускать нужно отдельную плиту. Их и так уже 3. 4-ю выпускать? Зачем? Она не будет универсальной, она будет какая она будет. Вот и все.
Поэтому решено остановиться именно на крышках. И именно вот это и будем сейчас испытывать. В случае удачного испытания, и это если подтвердить мои догадки, то получится, что тот комплект старта, тот любой один единственный станок старта, там неважно какой, 0,69, 0,9, 1,18, кто имеет вообще его на руках, зайдя в наш магазин и приобретя такую крышку, может свой станок кардинально изменить в более агрессивную сторону. То есть те люди, которые вот сейчас имеют 0,69, и он их как ежедневник вполне себе устраивает, но хотят чего-то большего. Взяв такую крышку, они сделают и свой 0,69 более агрессивный. Те же люди, у которых есть 0,69 сейчас на руках, и он их не устраивает, потому что да, бреет нормально, да, бреет хорошо, но полного BBS он им не дает. Беря такую крышку, у них появится шанс на то, что этот BBS появится. Те люди, у которых на руках 0,9, 1,18, вы преобразите свои станки также. Вот с этой целью мы и будем сегодня проводить испытания. Вы на крупный план, смотрите на все подробно. А я начинаю. Догоняйте. Наконец-то сегодня будем экспериментировать. С чем же? Это новая плита, которую я наконец-то получил с производства. У нее все как у обычной, за исключением ширины. Ширина у нее 18,4, что на 5 десяток меньше, чем у стандартной плиты. 3 станка, 2 из которых это образцы с первой серии. Один с титановым покрытием, другой полиш, и третий калибри с гапом 1,3. На предмет этого станка я еще не уверен. Мне кажется, это наглость. Но, с другой стороны, на калибре-то тоже интересно попробовать. И если вдруг моя идея сработает и в этом случае также, то и для калибри будем делать дополнительные верхние крышки. Суть эксперимента. Ту самую плиту, которую нам сделало производство, шириной 18,4. Так, 18,4 я сказал. Опа. Вот так. Ну вот, ребята, как-то так вот мы и меряем, видите, да? То есть с первого раза не всегда получается. Этот штангелек, уверен, что это так должно работать. Это, скорее всего, неровно поставил. Опа. Ну вот, 18,4 с обоих сторон. Хочу взять полированный, снять с него стандартную крышку шириной 18,9. Ну, здесь быстрее процесс пошел. Мы ее убираем в сторону и заменим этой крышкой. И на этом буду использовать лезвие КАИ. Они такие же острые, как и Фезер. Фезер мне очень нравится на 89-й голове. А это именно 89-е станки. Почему решил именно на них? Это самые мягкие все линейки старта. И на чем же, как не на них, пробовать такую голову. И этот станок полированный у нас будет с плитой пониженной ширины. А на этот на стандартный. Сейчас точно так же поставим это лезвие КАИ и будем брить в обычном порядке. Цель эксперимента: поменяется картина или нет. Если поменяется, то насколько кардинально, насколько сильно. И все эти изменения, достойны ли они внимания, или это будет какой-то просто пшик и пук в мешок с мукой. Вот это и хочу понять. Если все это оправдается, ну тогда это будет просто интересно, и будущие и нынешние владельцы полных наборов старта смогут вместо одного набора получить целых 2, просто докупив и поставив эту крышку. А с этим товарищем, наверное, испытаем тоже. Но тут будет маленький нюанс, потому что тут-то крышка на 43, а здесь на 41. Ну, по 1,5 мм с каждой стороны будет болтаться. Я думаю, что это небольшая проблема. Зато будет интересно посмотреть, изменится ли работа станка на калибре точно так же, как и на старте. Короче, вот это будем испытывать. Помазок возьму старый, добрый, проверенный мюллерский, барсучка. Мыло, которое осталось еще с прошлого обзора, помните? Которое меня тут восторгало непомерно. От Сергея, за что ему огромное спасибо. Он сейчас еще маленько прислал. Тут детал какой-то остался. Я вот еще капелюшечку добавил. Я думаю, на сегодня нам более чем достаточно. Ну и в продолжение экспериментов сегодня осталось 2 основы. Это нулевая
и на 19 оборотов алкоголя. Вот сегодня их и затестю. Все, ребят, что тянуть, пошли бриться. Забыл сказать, с ГАПом 1.3, так как тут агрессия непомерная, использовать хочу астру зеленую. Уж больно она мне в прошлый раз на 1.3 понравилась, так что я аж там кипятком брызгал во все стороны. Вещь однозначно. Вот с ней и будем. Все, пошли бриться. Хорошо. Вы знаете, сработало. У меня была какая-то, знаете, такая мысль, что хватит ли тех крох, которые были в чаше, для того, чтобы набрать пены для бритья. Вполне себе, вполне себе. Так, пока суть до дела, я, наверное, все-таки устаканился со сценарием и хочу сделать следующее. Сейчас первые пару-тройку пасов движений проведу старым добрым 0.69 первой серии, то есть бронзовым с первой партии, дабы просто самому себе напомнить, как бреет 0.69. Потом тут же переходим на 0.69 уже с узкой крышкой 18,4. И это все на одной стороне лица. А на другой стороне лица я возьму 1.3 калибри, поставлю туда астру, пару-тройку движений сделаю, чтобы самому себе напомнить, как это, что да как. А потом также меняем крышку. И несмотря на то, что она все-таки длиннее, там 43, здесь 41, я думаю, на понимание сути вопроса это не повлияет. И попробую там. То есть получается ГАП 1.3, да? Еще узкая крышка. Не знаю, что это будет. Но посмотрим, что. Сыкотно, ну конечно сыкотно. Но кто не рискует, тот не пьет шампанского. Итак, стандартный 0.69 старт. Ну, в принципе, вспомнил. Хоть я и не забывал, но так, чтобы, знаете, прям на прямом сравнивать. Ну и теперь с укороченной крышкой. Господи, спаси и сохрани. Крыло носа зацепил, походу. Кардинально поменялось. В какую сторону сейчас буду разбираться. Хотя что тут разбираться, тут и так понятно. Знаете, чего добавилось? Резкости, агрессии. Прям я жало стал чувствовать, жало лезвия. Хорошо это или плохо? Ну, по крылу просто острием дал. Разбаловал меня старт. Ну, сейчас посмотрим. Так, это что, много воды дал, что ли?
Так, паре мест я, наверное, все-таки пробегусь еще. Мыло недвусмысленно дает понять, что не жопся, набери нормально. Я его просто не набрал по-человечески. Все, все. Блин. Блин, выпущу вот эту плиту. Все, у кого есть 69-я, 0,69 голова, возьмите вот после этого попробуйте сказать, что у нас до BBS не бреет. Это я сейчас уже выделываюсь, выскабливаюсь. Ну, в конце концов, для этого же есть испытания, да? Так, ну все. Сейчас, наверное, переменю, заряжу сюда астру, потом на готове поставлю крышку и то же самое сделаем, но с калибре 1,3. Ну, естественно, наберу нормально мыло в помазок, потому что, ну, что это такое? Ну, я его не набрал. Ну, вот постараюсь из того еще выжать что-то. Для вас 1 секунда пройдет. Так, ну все, 1,3 калибре зарядил, пену пересбил. Специально для вас оставил вот эту вот всю фигню. Для меня лично это очень яркий и наглядный признак того, что 0,69 голова перешла из разряда мягких станков в разряд среднеагрессивных. Потому что среднеагрессивный станок, да еще и с лезвием КАИ, ну, для меня это ярко выраженный попондос. Я себе расхерачу все на свете. Для меня это должна быть как минимум РПЛ. Ну, вот что-то такое мягенькое. Нужно поискать, и вот тогда хватит тебе тут. Помазок падает и своей железной башкой об чашу бьется. Вот тогда у меня есть все шансы избежать вот этой вот байды. А среднеагрессивный станок с острым лезвием — все. Для меня это попондос. Острое лезвие для меня это мягкие станки. Среднеагрессивное и среднеострое и очень острое лезвие я могу с легкостью поставить в агрессивные станки. Там для меня тоже все хорошо. Но средние агрессивные с острыми и среднеострыми для меня это кирдык ля-ля. Все, компресс, и переходим на ту сторону. Сейчас сидел на компрессе, а у самого в голове такая, знаете, предательская мыслишка. Габ, 1,3, узкую крышку, Иванов, ты что, сдурел? Ты что, смерти своей хочешь? Ну, вот что-то такое было. Но с другой стороны, испытать же все же нужно. Если мы будем предлагать это, в принципе-то, для людей, надо же понимать, что ты предлагаешь людям. Поэтому, да, знаю, что есть люди, которые очень любят агрессивные плиты. И более агрессивные, чем 41-я голова. Таких немного, но они все же есть. А вот что сейчас тут получится, ну, посмотрим. Сейчас пару-тройку движений сделаем стандартный 1,3, а потом переставим плиту. Итак, 1,3 Астра. Ну, клинок, он в Африке клинок, просто прошел, да и все. Все, напомнил, снимаю, ставлю узкую плиту. Итак, старую мы убрали. Так, резкость, плиз. Старую мы убрали, поставили новую узкую. Вот сейчас с ней-то и попробуем.
Софа, солнце мое. Дядя Вадя бреется, ну, потерпи, моя девочка. Что, тоже хочешь приветы передать, что ли? Давай, только быстро. Урчалка. Ты моя урчалка. Дай. Я знал всегда, в принципе, что у беременных какие-то свои заморочки. Софа уже 5 дней как пробила, она ходит, целлофановые пакеты собирает и лижет их. Ну и что ты отвернулась? Читай, открой личико. Ты морда моя сладкая. Ну все, мой хороший, иди. Давай, убегай. В обычной ситуации на плечо бы я посадил, сама бы спрыгнула. А тут беременная кошка с пузом, куда ей прыгать, тут кафель кругом. Фух, но пока, да, пока есть. Ёперный театр. Вот так примерно. Ну, давайте уже, наверное, третий заключительный, посмотрим, что у нас получится. Все, ребята. Это просто... Ну, тут я могу бесконечно скоблить. Сколько бы раз не проводил, всегда еще что-нибудь да есть. Ну и вот одна коцка. Все, я понял. Сейчас компресс и автошейв. Сам-то для себя я уже все решил. Сейчас еще разочек удостоверюсь. По степени выбритости. Ну, несмотря на то, что здесь красное, вот точно так же, как и здесь, но здесь его в 2 раза больше. Всегда говорил, еще готов повторить, станки средней агрессивности. Для меня это чрезвычайно деликатная тема. Мне нужно к ним относиться не то что с осторожностью, но с деликатностью и
Ну, скажем так, если мягкие и острые станки, агрессивные, там сильно мозг напрягать не надо, я хоть тот взял и пошел махать шашкой, в большинстве случаев все будет нормально, то средние агрессивные мне такой возможности не дают. Там нужно одевать очки, становиться профессором, думать, взвешивать, анализировать, искать подход, и вот только после этого они могут подарить хорошее, нормальное бритье. Не моя стихия совершенно. Но нравится, не нравится, иди брейся, моя красавица. Ну, вы знаете, разница минимизирована. Угу. Хорошо. Первый пойдет 18%. Ух, чё ж на ту сторону залез, балда. Скорее вытру. Плите быть, ребят. Быть. Эта плита способна изменить характер станка. 0,69 она из безмятежной гавани вывела, пустила в шторм и сделала из него агрессора. Агрессора средней агрессивности. До этого безмятежный, совершенно такой мягкий, равнодушный, ну как не равнодушный, а добродушный. Дяденька превратился вот в этого среднеагрессивного, который так, бровки домиком, и уже если что и по сусалам может навешать, ну собственно вы это и видели. Я думаю, если с 0,69 произошел такие метаморфозы, то и с 0,9 и с 1,18 он способен сделать то же самое. Я специально испробовал сегодня калибри 1,3, дабы максимально расширить вилку, чтобы сразу по площадям из одной крайности в другую. С одной стороны мягкий станок, с другой стороны агрессивный, с одной стороны старт, с другой стороны калибри. Благодаря этим испытаниям я понимаю, что эта плита будет менять как и мягкий 0,69 и 0,8, так и агрессивный параметр 1,18 и 1,3. Благодаря этим испытаниям я понял, что эту плиту нужно делать как для старта, так и для калибри. Да, она для калибри тоже будет. Там своя плита, но с меньшей шириной. Ну и благодаря этой плите я понял, что не стоит бояться гапа 1,3 с укороченной. То есть там как бы, потенциал-то серьезный, очень серьезный. Ну и благодаря этой плите я понимаю, что возможно, даже не придется думать за плиту 1,3 для старта, потому что вот эта вот узкая, она может быть даже 1,18 так поменяет. Хотя все равно до конца я еще не отказался от плиты 1,3 для старта, потому что такой кайф, который она дает, ну блин. Ну что, пацаны виноваты, что у них уже старт что ли есть, им же тоже хочется. Так что серьезно буду думать о том, чтобы вот и все, кто со стартом, чтобы вот этот кайф точно так же могли испытать. Ребята, поверьте, это не 1,18, это круче. Это круче. Для меня лично. Как будет для вас, опять же, решите вы сами. Лосьон. Бархатная кожа. Здесь еще есть, еще не высох. 1,18 весь. Ну, в смысле, 18%. Здесь еще подсыхает. Очень понравилось 18%. Очень. С чем это связано? И я думаю, все-таки проще у вас спросить. Среди вас есть люди, кто в бритье поболее моего заморочен и побольше знает. Ребята, вот скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, с чем связана следующая картина, которая на сегодняшний день у нас образовалась в мировом станкостроении в бритье? То есть те компании, которые выпускают станки, они, да, меняют агрессивность реза своих изделий, но путем гапов. Практически все. Практически без исключений. Исключения, да, есть, но их настолько мало. То есть вот компания выпускает и делает разные гапы. 3, 4, 5, 6, 7, сколько там, 8, каровые, сколько у них там, 15, 25, сколько они плит этих нафигачили. То есть вот они разные гапы выпускают, и нате вам, здрасте, пожалуйста, брейтесь вот от минимального до максимального. В этом же ряду не стал исключением и старт. То есть 0,69, 0,9, 1,18, казалось бы. Но ни одна компания не предлагает дополнительно другие крышки. Хотя все нормальные мужики, кто бреется, знает. Взял этот, крышками поменял, будет два разных станка.
Если у тебя в парке 10 станков и 10 крышек, меняя это все, ты можешь получить еще 100-500 станков. Все это знают, но ни одна компания этого не делала. А мы что, рыжие что ли? Мы сделали первый нержавеющий станок. Но давайте сейчас еще и вот такой параметр введем. Будем добавлять к существующим станкам вариативность путем крышек. Может быть, это связано с тем, что компаниям это невыгодно. Потому что, ну вот смотрите, выпустила компания, допустим, старт 069, 09, 1.18. Ну и все, идите, берите, что надо, нате. А хлобысь крышку поменял, так это же совсем другой станок вообще. Компания, наверное, думает о том, что проще сделать новый станок вот с такими параметрами и продавать это как станок, а не как крышку. Не, ну понятно, что там принесут тебе, допустим, там 10 баксов за крышку и 50 баксов за станок, это как бы разница. Может быть, из-за этого компании так делают. Фиг его знает. Но мы пойдем своим путем. Мы будем делать эти крышки, они будут продаваться отдельно. Они не заменят основные, которые как выпускались, так и будут выпускаться. Но каждый человек, который захочет изменить свой старт, сможет спокойно прийти в магазин, найти на полке эту крышку. Где ты, крышка? Она прикручена, извиняюсь, еще не снял. И спокойно ее взять. И у него вместо одного станка будет два. У него вместо одного набора из 3 плит будет 2 набора. И будет уже не 3 плиты, а 6 плит. Какую из них взять в этот раз, человек будет решать каждый раз сам. Но никто уже не сможет назвать старт мягким станком, когда будет эта плита. Он перестанет таковым являться. Рад, что получилось. И в очередной раз убедился, что среднеагрессивное не мое, а то, что агрессивное бреет так, что, блин, мама, не горюй. Все. На этом разрешите с вами попрощаться. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. И если все будет так, как вот мы предполагаем, как нам говорят, то в конце недели я смогу вам показать новинку. Ту самую, которую вот мы все долго ждали. Какую? Да вы уже, наверное, догадались. Регулируем. Да, ребят, да, обещали в пятницу отдать. Ну, если повезет, в пятницу отдадут. Я специально перекладу видео на субботу, чтобы в стихах и в песнях вам это все и показать. Ну и как раз тут уже что-то там нарастет. Все, пока-пока. До новых встреч. Берегите себя. Софочка, будешь прощаться? Ну что, ребенок, помаши. Чем ты там сейчас можешь помахать? Да ты мой сладкий. Ну все, пойдем, закончили.